В прошлом году я купил снегоход BRP Ski-Doo Renegade. Не успел к разгрузке, уже разгрузили. Посмотрите, красота какая. Так, аккуратнее, аккуратнее. Купил я его, конечно же, не для езды в горах. В горах у меня есть горник, а на эту покупку у меня была конкретная цель. Я хотел поехать по воде на снегоходе. Несколько первых попыток было неудачные. Я тонул, топил снегоход, дорабатывал. И в конце прошлого лета все-таки мне удалось подобрать те настройки подвески, те настройки вариатора, чтобы снегоход хорошо поехал по воде. Ребята, всем хейтерам привет! За рубежом, в Соединенных Штатах, в Швеции, в Финляндии, ватеркросс, эта дисциплина именно так и называется, ватеркросс, пересечение воды, очень развита. Есть даже соревнования по ватеркроссу, где ставится определенной конфигурации трасса на воде, на озере, на заливе, и народ толпой, обычно это 4 человека, ездит по этой конфигурации. В России пока что это развито мало, но в этом году BRP-центр «Пульсар» Нижний Новгород организует недалеко от Нижнего соревнования, любительские соревнования по ватеркроссу, и меня туда пригласили. Я долго думал, как доставить снегоход, как поехать, вообще как это все организовать. Все срослось, и вот я в аэропорту Пулково. Я сажусь в самолет сейчас и лечу в Нижний Новгород. Снегоход уже там. Некоторое время назад я его отправил транспортной компании, его там уже получили. Сегодня я лечу в Нижний Новгород, еду в загородный клуб «Чистые пруды», где будет проходить, собственно, ватеркросс. И завтра, 5 июня, соответственно, будут сами соревнования. Давайте посмотрим, как это будет. Эта серия посвящена ватеркроссу в Нижнем Новгороде. Погнали! Все, мы приехали в загородный клуб «Чистые пруды». Это здание администрации, я уже заселился. И вот они, снегоходы, стоят.
красивые, блестящие. Мой ренегадик стоит, все уже подготовлено для стартов. Давайте пройдем и посмотрим, где же будут происходить заезды. Пойдемте. И вот мы подходим к месту проведения любительских соревнований. Там, где флаги, скорее всего, там будет вся тусовка и оттуда будет старт. Далее будем проезжать. Вот вы видите вдалеке трамплин. Скажу я вам, такой хороший трамплин. Возле него один буй и один буй вот там, в заливчике. Соответственно, будем стартовать, объезжать каким-то образом эти буи. Каким образом, это мы узнаем завтра на брифинге. Там покажут конфигурацию трассы. Пока что я не знаю. Озеро небольшое, но есть где разгуляться. Учитывая то, что сейчас очень сильный ветер, на озере гладь, мелкие волны, они не страшны. Главное, не как на Финском заливе такие большие волны. Вот они страшные. А здесь можно даже сейчас кататься. Вот непосредственно место старта, огорожено флагами. И мы видим, что берег выровнен. Выровнен техникой специально, чтобы можно было спокойненько стартовать, чтобы не было спрыжки в воду, потому что именно на старте, на спрыжке бывает, что вода попадает в вариатор и дальше ты никуда не едешь. Нужно заходить на полном газу, чтобы морда снегохода была поднята. И, соответственно, здесь старт, а через озеро на том берегу финиш. Это будет квалификация, как мне сказали. Первое упражнение нужно будет проехать просто с одного берега на другой. Плюс стоят буи, которые мы видели, когда по дамбе шли. Их нужно будет каким-то образом объезжать. И трамплин. Место хорошее, мне нравится. Здесь бы потренироваться, конечно. Жалко, у нас в Санкт-Петербурге нет такого места, чтобы можно было спокойно кататься, не волнуясь, что тебя пригребут куда-нибудь. Ребята, второй день, день соревнований. Снегоход уже прогревается. Сейчас буду спускать его на воду. Мы непосредственно у старта, и мне нужно его, сейчас, подождите, подойду, вот туда, к флагам перегнать. Там уже вытаскивают Range Rover. Неудачный спуск гидрика, и его дергали командором. Отлично, ладно, давайте перегонять его. Так, вы у меня кто? Новиков. Я понимаю. На чем? На снегоходе будет? На снегоходе, да. Так, давайте я вам единичку дам. Давай. Это Номер один. Да. Все? Номер один. Пойдемте клеить. Так, куда будем клеить? Наверное, сюда. Конечно, наклеечку Ренегат заклеим. Но это требование организаторов.
номер 1. Ребята, и немножко нужно подготовить снегоход. У меня стоит кожух. То есть, в принципе, ничего особо делать не надо, но после того, как мне собирали снегоход, кожух немножко деформировался. Вернее, когда я снегоход перевозил с запчастями, кожух немного деформировался и образовались некоторые щели, которые нужно заклеить скотчем. Сейчас я это как раз и буду делать. А перед этим еще все обезжирю специальным составом вюртовским для очиститель тормозов, кстати. Я напомню, что мотор собран буквально месяц назад и проехал всего 20 с лишним километров. 98% обкатки. И я не знаю вообще, доживет ли он до конца соревнований. Это будет загадка. Брат-близнец приехал, точно такой же ренегадик. И, кстати, у меня это первый опыт участия в таких соревнованиях. Я ни разу. То есть я катался сам по себе. А вот в такой тусовке я первый раз. И еще двигатель только собранный, не обкатанный. В общем, такая авантюра конкретная, но тем не менее я готов. Но тут кроме меня присутствуют еще другие снегоходы. Давайте пробежимся, посмотрим. Мой ренегат 800-ка, 14-й модельный год, выпуск 13-й или 12-й. Значит, это бундокер DS 3-дюймовый, горник. Ну, типа горник, но тем не менее 3-дюймовый. 17-й модельный саммит. Утка. Огненные наклейки. Почему-то они все без фар. Самый четкий, я считаю, снегоход Linz Boondocker RE. С такими вот амортизаторами. Очень хорошие амортизаторы. Я себе вот такие сильно хочу. И рядышком здесь стоит Freeride. Примерно такой же по смыслу, только 3-дюймовый трак. На RE 2.6 стоит. Здесь 3-дюймовый, значит, 20-й модельный. И вот брат-близнец. Вот как должен выглядеть мой снегоход. Амортизаторы тоже, кстати, с регулировками, отбоя стоят. Он как новый снегоход, посмотрите. Кстати, мне вот такую вот надо, такое ветровое стекло. Если у кого есть, пожалуйста, напишите, я куплю. Свое я потерял. В общем, и еще один ренегат, 11-й модельный, или нет, 12-й модельный, уже на 800-м ЕТЭКе. Вот именно такой я... Вот именно такой я искал, когда тот хотел покупать, но нашел уже на платформе XS. Это она еще на XP, по-моему, если могу ошибаться. В общем, тоже с таким же траком, как у меня, по-моему, композит, если я не ошибаюсь. Нет, здесь стоит оригинальный трак, а у меня стоит трак композит S45, 1.75 высота зацепа. Здесь тоже такой же оригинальный трак, здесь 3-дюймовый. В общем, конкуренты сильные, ребята. Реально. Вау, тундра! Посмотрите. Вот эта тема! Какая тундра? Это Скандик! Какой широкий трак! Скандик на телескопах, посмотрите, подготовленный для ватеркросса. Это зачет. Ураган! Фаворит. Как он поворачивает вообще? Ну, с трудом. С трудом, ну. Сейчас будем модернизировать. Блин, ну это вот вообще тема. Ох ты, ничего себе! Вот это заявка на победу. Реально, это для зимы или для чего? Для воды. А, сейчас? Вот это жесть!
Я наоборот убрал все. Я попробую. Может, я и ошибаюсь. Эксперимент. Пожалуйста, все участники, общий сбор на брифинг. Ну, а пока вы... Большинства здесь присутствующих больше. Соответственно, вы едете слева, объезжаете трамплин, делаете правый поворот. Начнем. Самая приятная часть соревнований – подкрепиться перед стартом. Главное не переесть. Мы сидим там дети прыгают. Всякий случай. А случаи бывают всякие. Брум-брум, прогреваем движок. Итак, господа, первое упражнение. Нужно просто Можно со попробовать. старта проехать на тот берег и вернуться назад. Очень просто. Второе упражнение, чуть посложнее. Нужно будет за трамплином развернуться. Здесь зона. И третье упражнение, нужно будет 8 проехать. Может быть, какой-нибудь, я не знаю, поставить еще ограничитель. И на старт, внимание, марш! Поддержим, поддержим! Первый пошел! Поддержим Андрея! Супер! Вот это эмоция! Опасно стартанул, но тем не менее хорошо проехал. Вытянул снегоход. Идет, идет, идет по воде! В зону финиша! Держим, 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 держим скорость! Ура! Ого! Отлично, отлично! Еще дальше. Да, обходим. Второй 20 участник, метров я минимум. где-то 5-й, по-моему, стартую, или 4-й. Итак, на старт, внимание! Марш! Идет обратно. Все, хапнул воды вариатор. Блин, обидно. Чуть-чуть не доехал. Готовится следующий участник. Давай, Сань. Пошел. О, ура! Четко. Номер 9 готов. Поддержка есть. Пошумим! Скандик на широкой гусенице. Доехал и спокойно приедет, я уверен. Давайте посмотрим. Маша Михаилу, мы здесь! Одной рукой управляем! Пошел в занос. О, отлично! Есть 5 баллов! На утиле. Отлично! Thank you.
Давайте пошумим! Воу! Блин, ну круто, уровень хороший. Ребята ездят. Пока что один всего утонул. Но это самое простое упражнение. Ходим здесь. Все, двигаемся дальше. Реанимация снегохода идет. Без электростартера очень тяжело. Еще один, вообще отлично. Едут. Причем парни вообще первый раз. Первый раз! Ах ты, на середине утонул. Два человека уже в первом состязании сошло. Сейчас будем спасать. Один восстанавливают. И один на середине озера сейчас. Этому снегоходу чуть меньше повезло. Он утонул вот там за трамплином. И тащили сейчас гидриком. Оп. Ну ничего, сейчас восстановят, я думаю. Быстро. Тут процесс идет. Вот видно. А там уже старт второго этапа. Нужно проехать вокруг трамплина, развернуться и сюда опять приехать. Около трамплина. Заваливаясь направо. Идем, идем, идем. Опа, 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 опа. Давай, давай. Второе упражнение, нужно объехать трамплин. И первый участник не смог. Сейчас будет второй. Как метеор. Красавчик. Поддержим, поддержим. Давай, давай, давай. Второй человек. Все. Проехал. Отлично. Даже лучше, да, пыль смыл. Из этой зоны лучше уйти, потому что, не дай бог, камешек какой-то прилетит. Есть! 10 баллов. Что-то какой-то провал в двигателе на определенных оборотах. О, все, утонул. Хорошо шел, но не дошел. Рискнул завалить. Леха, чемпион. Доехать до другого берега. Опа, обороты упали. Ах ты, вторая попытка была, но нет. В общем, нас осталось раз, два, три. Три снегохода. Одно из двух. После второй попытки на третью. А третья попытка будет заключаться в том, чтобы восьмерку между буями проехать. В общем, 3 снегохода. А потом 2 восьмерки будет, кто проедет. Все, моя очередь стартовать. Проходим справа. Оранжевый. Алексей Новиков. Самый ярый болельщик. Молодец, заводит толпу. Алексей Новиков.
точку. Это было хорошо. Я вижу, по вашей улыбке все шло в штатном режиме. Да, абсолютно штатно. Нам тоже очень понравилось. Как вы думаете, справитесь ли вы со следующим заданием? Сейчас готовится брифинг, пока у нас подходят участники. Я вижу, что вы управляете в основном на дебат. Такая задумка, чтобы поразить публику, или это элемент, чтобы лучше было управлять? Сейчас пока никто не слышит. Насчет следующего упражнения не будем загадывать, потому что все-таки техника у меня, мало того, что я первый раз участвую вообще в соревнованиях, Здесь можно поаплодировать. Отлично, отлично. и еще буквально несколько недель назад двигатель только собрали, то есть он еще на обкатке, по сути дела. Вот, поэтому загадывать не будем. Что касается техники управления, то когда есть снегоход по воде, нужно, чтобы лыжи не касались воды, чтобы они не поднимали брызги, тем самым убираем момент, что эти брызги попадут в вариатор, либо в двигатель куда-то. Поэтому это штатно, все нормально едем. Все нормально, управляем гусеницами. Да, своим весом, весом снегохода, то есть руль здесь не участвует в процессе руления абсолютно. Понял. Спасибо вам за секретную информацию. Я никому не расскажу, а тем, кому расскажу, может, не подслушать, я им тоже скажу, чтобы никому не рассказывать. Все, давайте поаплодируем, поддержим. Это было супер выступление. Мы желаем вам удачи и... Соответственно, возвращаемся. И здесь нам нужно еще совершить левый поворот, вернуться сюда и приехать обратно. То есть полную восьмерку. Полную восьмерку нужно сделать. Готовится Алексей Новиков, Санкт-Петербург. Отойти всех от зоны старта, потому что там очень девушки. Бура, школа эмоций, аплодисменты! Алексей, пару слов. Была ли у вас идея вернуться после первой восьмерки? Куда? Домой. На берег. То есть, мне показалось, что вы так немножко вильнули в сторону берега, а это был стратегический ход, чтобы расслабить соперников. Я понял. Отлично. Может быть, какие-то сложности или наоборот слишком легко было? Да, особо сложности не было. Единственное, там, когда первую восьмерку проезжаешь, образуются волны, где-то в центре, нужно их объехать. Собственно, может быть, и объезжал большие волны, а так все штатно, в принципе. Мотор шутит. Это волшебно. Мы желаем вам удачи. Как я и говорил, организаторской судейской коллегии мы сейчас приняли решение. У нас приготовлен еще парный заезд. Соответственно, он будет на время. Кто побеждает и выходит с лучшим временем, занимает первое место, получает не только кубок за основную программу ватеркросса, но еще отдельно кубок за самого быстрого райдера на воде. Соответственно, кто приедет вторым, занимает второе место. Потому что ребята очень опытные, тоже удостоены аплодисментов. Можно бесконечно смотреть, как они катаются. Просто профи.
Они на самом деле скромничают очень, но можно аплодировать, реально, красавчики. Спасибо, это украшение сегодняшнего дня. Реально молодцы. Можно смотреть, поэтому мы приняли решение. Готовность. Готовность. Как он уделал чемпиона! Николай старался, красавчик! Алексей, это победа! Заложил вообще, блин! Чемпионский флаг! Смотрите! Алексей Новиков, Санкт-Петербург! Спасибо большое всем, что болели. Спасибо мероприятию-центру «Пульсар». Очень крутое мероприятие организовали. Спасибо загородному клубу «Чистые пруды». И спасибо компании BRP за такие снегоходы, которые ездят по воде и не тонут. Ура! Кстати, вы знаете, что победите? Признайтесь честно. Ну, стопроцентной уверенности нет, но чувствовал себя спокойно, хоть и первый раз. Верил в технику, что все нормально. В принципе, как бы штатно все. Я так делал несколько раз, но не в соревнованиях. Как вы считаете, вам повезло, что у вас был правый поворот? Мне без разницы. Я более 100 дней в сезоне катаюсь на горном снегоходе, налево и направо поворачиваю зимой по снегу. И для меня нет разницы, что налево, что направо. Замечательно. Который по счету у вас соревнования именно на воде? Еще раз. Первый. Я первый раз участвую. Первый, реально. Давайте поаплодируем. Супер! Но тренировался успешно. Тренировался Это много. было В дело. прошлом году. Мы, конечно же, вас сердечно поздравляем, потому что это супер победа. Вы вырвали ее у чемпиона. А теперь 3, 2, 1. Энергия! Нет, только вперед! Просим. Все, отлично. Первое место. Так что, переходим к первому месту. У нас есть не просто чемпион, абсолютный чемпион. И в ватеркроссе первое место, и первое место за парный заезд на скорость. Это был у нас приготовлен отдельный кубок. Алексей Новиков, спасибо за участие. Алексей, молодец. Самую большую шагу приедешь, покажешь Юрану и всей команде Санкт-Петербурга. Ждем в следующем году. Обязательно будет. Подарки. Хочу сказать действительно спасибо, безумные эмоции и Ребята, а сейчас я хочу представить организатора данного мероприятия Андрей Киселев, руководитель BRP-центра «Пульсар» Нижний Новгород. И хочу спросить два вопроса. Первый вопрос. Почему вы организовываете вот такое мероприятие? Насколько я знаю, никто больше его не организовывает. Ну, такого масштаба однозначно нет. Были ребята, кто в Московской области организовывали, но вот мы уже второй раз с перерывом на 1 год организовываем. Ну, в кругу своих, скажем так, единомышленников, снегоходчиков сидели однажды и решили, почему бы, ну, моя была идея, почему бы не провести, да, то есть есть локация, которая нас все время принимает, вот чистые пруды. Сначала все, ну, так, скептически отнеслись, сказали, что, ну, как бы это невозможно. Пришлось мне сами G4 немножко доделать, первый раз я не проехал. Второй раз уже попытка была удачной, мы сняли тизер. Тизер я выкинул сначала в свой BRP-клуб, где уже, ну, скажем так, ребята образовались, которые увидели, да, то есть, которые захотели поехать. И вот мы организовали первый раз в 2019 году. Приехали тоже ребята из Рыбинска, приезжали. И
сейчас уже не вспомню, с Питера были, с Уфы был человек, да, то есть опять же из всех уголков страны. Но был перерыв вот в 2020 году, и сейчас вот более масштабное мероприятие, очень крутое, еще больше география, еще больше участников, и уже мы знаем, как что лучше сделать. На следующий год планируете? Да, обязательно, уже с Михаилом это обсудили, очень понравилось нам самим, мы сами очень удовлетворены, да, то есть как все прошло, радостные лица участников ваши, Ну, об этом все сами говорят. Тогда на следующий год, я думаю, что с Питера я уж там привезу Да, надо команду. брать, конечно, то есть ребята приезжали в прошлый раз, им большой привет всем. Пусть Все, приезжают хорошо еще. передам. Спасибо огромное. Вам спасибо, что Очень крутое приезжаете. мероприятие получилось. Утро следующего дня, адреналин уже выветрился, эмоции поутихли, и самое время немножко рассказать, как это было, уже на трезвую голову, без сногсшибательных эмоций, которые вчера меня одолевали. Все прошло достаточно гладко для меня, техника не подвела, мотор собран нормально, за что респект BRP-центру Pride, Санкт-Петербург. Механики, красавчики, собрали как надо. Причем мы помним это достаточно быстро, я их торопил. В общем, по технической части все отлично. Немного нужно изменить настройки задней подвески. Переднюю подвеску стоит отремонтировать, потому что там шаровая. Левая уже вываливается, она там уже без пыльника, безо всего, просто там болтается. Я думал, честно говоря, что когда выезжаешь на берег, она вывалится. Это что касаемо технической части. Что касается соревновательного духа, то это колоссальный опыт. Конечно, единственные соревнования данного рода в России, и сюда съезжаются действительно самые лучшие спортсмены, и это тот опыт, который нигде больше не получишь. К сожалению, границы закрыты, куда-то за границу не выехать, в Финляндию, в Швеции, там такие соревнования проводятся регулярно, поэтому остается только здесь. Но я вам хочу сказать, что организация очень хорошая, все было четко, понятно и логично. Никаких спорных моментов не возникало. И на данный момент Нижний Новгород – это центр ватеркросса России. Потому что в других регионах пока что этого просто нет. Отдельно хочу сказать спасибо BRP-центру «Пульсар» и загородному клубу «Чистые пруды» за столь крутую организацию. Ребята, респект, не останавливайтесь ни в коем случае, делайте каждый год. Я постараюсь не только сам приезжать, но и привести с собой товарищей по духу ватеркроссменов. В Санкт-Петербурге они есть. Теперь про будущее. Что дальше? Дальше у меня есть некий план переделки снегохода для улучшения его характеристик при езде по воде. Первое, я хочу заменить гусеницу. Вы знаете, что у меня стоит гусеница «Композит». Кстати, спасибо большое заводу «Композит» за то, что они поддерживают меня в данном начинании. В прошлом году они поддержали в покупке снегохода. В этом году я жду прихода новых гусениц. Буду тестировать разные гусеницы. Сейчас у меня стоит 137 длина и 1,75 дюйма высота зацепа. Я хочу уменьшить высоту зацепа. Скоро придет 1,5 дюйма, еще будет 1,25. Буду ставить, сравнивать, тестировать и выбирать лучшее, чтобы потом уже, если кто-то захочет, мог ко мне обратиться, я сказал, что вот ставь вот это, вот это, вот это. Без всяких экспериментов, уже проверенный нормальный набор настройки, которые позволят ездить по воде на снегоходе, как на гидроцикле. Надеюсь, все получится, так что ставьте палец вверх, подписывайтесь, а я прощаюсь с вами. Кстати, через пару дней выйдет видео про квадроцикл, который достанется кому-то из вас в скором времени. Всем пока!